Так, всем привет, кто здесь? Так, о чем мы вообще сегодня поговорим? Это про анимацию, то есть почему это в таком формате, не презентации, то есть потому что так будет проще, и у меня комп не сильно зависнет, и я в целом покажу, как мы работаем вообще на Webflow. Вот, и скину, кстати, потом тоже файлик, чтобы было, может быть, кому полезно, как это можно будет применять. В общем, если коротко про содержание. Начнем мы с натюрморта. Я надеюсь, все видели уже этот наш концепт, который мы недавно опубликовали на Webflow. Я думаю, там поклацали, походили, покрутили, может быть, посмотрели. Я надеюсь, лайки поставили, потому что это тоже очень важно для нас, вот, развивать наш Webflow аккаунт. Вот, поговорим об этом, как мы, собственно, его делали. Поговорим, зачем вообще дизайн-система для интеракшенов, как ее делать, в какой последовательности, что туда должно входить и как это лучше всего передать разработчику. Дальше мы еще поговорим о том, когда и в какой момент лучше всего подключать либо разработчика, либо лида, который понимает, как работают интеракшены, в том плане на Webflow. Сейчас мы будем говорить конкретно про Webflow. Я имею в виду, у нас есть проекты на Webflow, уже нередко они появляются, и там чаще всего нужно делать какие-то интересные штуки. Всякие анимации, всякие интересные ховеры. Вот все, что мы делаем на концептах, это все же нужно как-то и реализовывать в реальных проектах. И мы поговорим о том, когда в какой момент лучше всего подключать разработчика. Вот. Ну, либо меня, если что. Может даже меня тегать, если нужно будет сделать какое-то ревью, в случае чего. Ну, об этом тоже мы пообщаемся. Вот. И поговорим, конечно же, еще раз о натюрморте, как мы его делали, с какими трудностями мы сталкивались, потому что трудности были, их было немало, и такое очень часто бывает на реальных проектах, когда выкладывается, ну, точнее, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, разработчик что-то может не реализовать, и вам приходится думать, а как же это лучше сделать, через какие костыли, и вот все вот эти вот мини-лайфхаки я постараюсь тоже рассказать, как мы выкручивались, какие штуки мы делали, и как в итоге у нас получилось. Ну, вы, собственно, уже видели, но еще раз пройдемся и посмотрим. Вот, и дальше поговорим о том, как стоит любить разработчиков. Вот, и о том, как можно будет улучшать. Ну, в общем, давайте понемногу начинать. Зачем нужна вообще дизайн-система? Так же самое, как и для статики, когда вы передаете статику на разработку, должна быть дизайн-система. Даже если вы не передаете разработку, если мы не делаем разработку, все равно дизайн-система должна быть в идеале, потому что в любом случае это, ну, почти с 99% вероятностью, что это будут кодить, программировать и так далее, переносить на верстку. Поэтому все компоненты, естественно, должны быть даже в самой статике. То есть кнопки, там какие-то картинки, все эти размеры, все должно быть прописано. Дизайн-систем куча, и вариантов есть немало в Webflow комьюнити. Можно посмотреть, как это все делается. И, опять же, даже для лендосов все равно нужны дизайн-системы. Хоть казалось бы, что у нас всего-то одна страница, она не такая уж большая, но все равно система должна быть. Это как минимум делает ваш дизайн более структурированным, логичным и чистым. Соответственно, для анимации, для всех интеракшенов тоже должна быть дизайн-система.
Почему? Потому что, по сути, это те же компоненты, то есть кнопки, фотки, какие-то все приколюхи, просто с какими-то интеракшенами, с анимациями. По сути, вы можете делать микс, можете пробовать сами, думать, какая система, скажем так, лучше подойдет для вашего проекта, потому что конкретно вот эта вот часть — это то, как мы делаем на Webflow, потому что на Webflow нужно сделать быстро, и прям очень много времени на кастомизированные там супер дизайн-системы, чтобы это было прям супер четко. У нас, к сожалению, столько времени нету, и я буду рад, если вы там, допустим, поделитесь каким-то проектом, где вы сделали прям офигенную дизайн-систему как для статики, так и для интеракшенов. Поэтому пока что вот это такой, знаете, грубый шаблон, но который уже работает, потому что мы уже, наверное, больше полугода примерно так все и делаем на наших Webflow. Вот. Из чего она состоит? Во-первых, из превьюшек, то есть это конкретно на Webflow превью идет, это там на шот, на какие-то социальные штуки, вот эта фавиконка и по-моему, для Apple WebClip. Эти штуки на самом деле тоже желательно делать на проектах, потому что я думаю, что это немаловажно, когда вы отдаете клиенту прям весь такой стек работ, потому что ему не придется потом думать, как это должно отображаться через ссылки там, когда вы шарите, да, и вот это такое превью там, или еще какой-то, может быть, превью. Чтобы клиент об этом всем не думал, лучше подумайте за него. Даже если это не прописано в ТЗ, лучше сделайте сами превью, это будет гораздо на самом-то деле профитнее и, я бы сказал, такой некий бонус для клиента, что вот мы подумали об этом и вот так вот это сделано. Превьюшки, на самом деле, делаются очень легко и просто и быстро. Вы просто копируете там hero, либо какой-то интересный блок, да, который может хорошо подойти на превью, и все. Опять же, конкретно здесь это шот, превью для Webflow, и вот эти вам, наверное, не особо нужны. Но вот для шаринга, для фавиконки и веб-клипа, я думаю, лучше все-таки их делать. Что у нас дальше? Как мы вообще тоже работаем на Webflow? Это мы делаем изначально статику. Вот, то есть у нас есть полностью статический макет, без там всяких интерактивных элементов. Вот как оно есть, так и есть. То есть полностью чистый макет, там, где все уже по слоям, все хорошо сделано, все почищено, что тоже очень важно, когда вы передаете на разработку. Потому что разработчикам очень сложно, когда в слоях и там вот куча групп, куча фреймов, и это на самом деле не очень правильно. Почему они здесь присутствуют? Потому что я просто скопировал и не успел до конца это все привести в порядок. Это одна из таких промежуточных версий была. Вот. Но на проекте должны быть все это нормально описано и сгруппировано. Это, опять же, ускоряет процесс разработки, и разработчик четко понимает, что это вот картинка, это вот кнопка, это вот относится к этой секции, это относится к другой секции. Дальше мы делаем точно такой же макет, просто там через Alt копируем и помечаем это, что здесь вот интеракшены и компоненты. Почему мы его копируем? Потому что, чтобы не испортить нашу статику, чтобы вдруг что не сломалось, чтобы у нас получалось на самом-то деле не редко. Поэтому мы и пришли к такому варианту, что мы просто копируем вот отдельно и все. И в случае чего мы можем откатиться назад и опять все исправить. Что у нас здесь? В этом таком макете мы уже добавляем компоненты. То есть вот эти все наши компоненты, которые мы создали. И здесь уже присутствуют сами интеракшены. То есть как это работает, можно посмотреть, зайти в прототип. И в этом макете уже можно похаверить.
Почему мы пришли к такому моменту на Workflow, в наших проектах? Потому что разработчику проще, когда это все в макете есть, и когда он может четко посмотреть наглядно, а где эти все кнопки, где вот все эти ссылки, как это все там работает, хаверится и тому прочее. То есть одно дело, когда это вот здесь есть, это тоже очень важно, да, когда все эти компоненты есть. И другое дело, когда мы видим это уже на самом сайте. То есть разработчик просто тоже открывает этот viewport и просто вот ховерить по всему макету, какие же здесь там могут быть ховеры. То есть там компоненты, там гифки в данном случае у нас были. То есть он ходит, ховерит и понимает, что окей, здесь вот такой, значит, вот все вот эти интерактивные элементы есть в дизайн-системе для экспорта. Вот. И вот примерно так у нас это работает. Дальше мы делаем отдельный такой фрейм. Он может быть любых размеров, может быть вообще в другом виде. Опять же, конкретно так мы просто делаем на workflow проектах. Ну, я имею в виду на тех концептах, которые мы выпускаем. Ну, да. Опять же, за счет того, что процесс был быстрым, поэтому мы не сильно там запаримся над суперостками или еще чем-то. Но что здесь должно быть, это четкая группировка, четкие тоже все прописаны названия, что, какая кнопка, в какой секции и почему, и там как она работает. Конкретно как мы это делаем, у нас есть компоненты и желательно превью сразу. Почему? Потому что тоже желательно, чтобы разработчик смог включить вот эту вот историю в статике. Он не может похаверить, но может похаверить вот здесь. У меня может немного лагать, потому что файл такой весистый. Вот, еще ведет трансляция, поэтому потом можете сами посмотреть, как это все сделано. И, наверное, позже, если мы успеем, то разберем несколько вот анимаций. Вот. И, соответственно, вот тут у нас такие компоненты, они никак не хаверятся, но здесь уже у нас есть какое-то взаимодействие, собственно, своего рода такой превью. Вот. И разработчик тоже это видит, понимает, какие здесь там есть такой вот стейт, есть такой стейт, и вот в итоге оно должно вот так работать. То же самое со всеми вот этими приколами с гифками, с картинками и со всеми вещами, которые есть вообще на вашем макете. Ну и таким образом, когда вы добавляете вот уже сюда, то по сути это является такой некой магией уже. Почему магия? Ну, потому что для меня, наверное, так это воспринимается, когда мы оживляем макет уже непосредственно в самой фигме, и мы делаем это двумя способами на самом деле. Ко второму способу мы еще перейдем немножко позже. Вот. Но когда вы добавляете же сюда, то происходит какой-то уже вау-эффект, и на реальных проектах вы тоже можете такое реализовывать и продавать еще лучше таким образом свой макет клиенту, ну, свой дизайн, я имею в виду. Потому что вот все вот эти приколы, они вот добавляют такой некой атмосферы и делают вот тот вау-эффект. И клиенту очень как бы важно, когда он может посмотреть это еще до разработки, как это будет выглядеть, как это будет работать. Потому что уже здесь он может посмотреть, вот это ему может, там, допустим, не понравиться, либо наоборот понравится. Он скажет, вау, клево, или нет, давайте что-то подумать другое. И уже на этом этапе вы можете посмотреть, окей, типа, как сделать магию еще лучше, или как там вот немножко переделать, да, чтобы клиенту это все понравилось. Вот. Ну и как-то так по поводу вот этой вот части и компонентов. Еще у нас есть второй вариант, как мы это все делаем. Мы делаем вот эту анимацию по секционного скролла, то есть имитация скролла. Почему это тоже важно? Потому что вот здесь, вот на этом этапе, вы показываете только то, как работают те или иные компоненты. Но этого порой бывает недостаточно. И еще больше вау-эффект
добавить то, когда вы сделаете хотя бы один-два блока, а то и больше желательно, вот с имитацией скролла. И когда вы, вот, допустим, включите здесь, вот, то есть здесь, опять же, мне может оно подглючивать, это вы сами можете потом просмотреть, что вся вот анимация, которую вы видите в лайве, она легко как бы реализуема в самой фигме. Без всяких там дополнительных плагинов или еще что-то. Важно знать просто, скажем так, своего рода костыли, как можно обойти там те или иные вещи и как добиться нужного результата. Опять же, об этом, может быть, чуть позже еще поговорим, если успеем. Потому что стрим, скорее всего, будет не очень долгим, вряд ли на целый час, чуть поменьше, но надеюсь, что-то мы затронем, какую-то магию да, оформим. Вот. И, соответственно, здесь вы уже показываете посекционный, скажем так, вот скролл, даже не посекционный, а вообще имитацию скролла. То есть как это все работает. Еще раз извиняюсь за глюки, если они присутствуют на самом стриме. Ну и, собственно, вот. То же самое, по сути, мы реализовали и в лайве. То есть все, по сути, анимации, которые здесь есть, все появления блоков, все интеракшены, мы смогли их реализовать и в лайве. То есть можете посмотреть, сверить, как это все работает. Даже те же тайминги остались, ну, плюс-минус. Вот. И почему тоже это важно? Потому что клиент тоже видит, как это будет работать в лайве. Он может посмотреть, окей, здесь, допустим, скроллтейлинг не такой, как он хотел бы видеть. Либо наоборот, он создал такой вау-эффект, что он хочет повторить это на каком-то еще и следующем блоке. Либо, ну, короче, это добавляет некий такой супер атмосферы, супер дополнительных эмоций, которые клиенту очень важны и которые с там большей вероятностью, что вы продадите свою статику. Ну, свой дизайн, свой макет, точнее, не статику, а свой дизайн я имею в виду. Вот, и поэтому вы старайтесь всегда делать анимации, потому что за анимациями, я бы сказал, будущее вообще. Это как бы будущее уже наступило, и если мы все начнем пробовать и реализовывать это на проектах, даже если это не Webflow проекты, но с помощью такой дизайн-системы вы сможете разработчику донести ту информацию, да, которая важна, чтобы это было реализовано. Ну, просто сейчас мы говорим конкретно про Webflow проекты, про Webflow концепты. Но я сталкивался и как бы, и с другими проектами, где тоже как бы анимации можно реализовать, просто там нужно чуть больше подумать, скажем так, в этом плане. Вот, но такой еще небольшой лайфхак и секретик, то, что все анимации, которые вы только можете сделать в фигме, они, ну, наверное, со стопроцентной вероятностью, ну, может быть, с 90% вероятностью реальны на Webflow. То есть любая анимация, которую вы только себе можете там представить, придумать и в то же время реализовать с помощью фигмы анимации, будьте уверены, что это как бы работает и на Webflow. Потому что Webflow — это, по сути, та же фигма, просто чуть-чуть посложнее и направлена больше на разработчиков. Единственное, что есть еще на Webflow, это тайминги. То есть можно там сделать, чтобы анимация была последовательной. То есть, например, в самой фигме нам сложно сделать какую-то последовательную анимацию компонентов, да, то есть чтобы выезжал там, допустим, сначала заголовок, потом фотка, потом там другая фотка, там третий компонент, и последовательно это невозможно сделать именно в фигме. То есть как это делается в фигме? У вас есть один слайд, есть другой слайд.
Вот, и вы, собственно, все компоненты, допустим, там, этот опустили, этот там подняли, либо как-то скрыли, и все вместе, когда вы создаете два компонента, оно все вместе появляется. То есть, соответственно, последовательные анимации в фильме вы не получите. Но на самом деле скажу тоже по своему опыту, что это очень редко ну, как бы нужно. В большинстве случаев, если вы там зайдете на iWords, либо на какие-то похожие там площадки, CSS, Awards, PWA, вы увидите, что в основном все гораздо проще. Лучше уже, чтобы все появлялось. Главное, чтобы с хорошим как бы таймингом, точнее изингом в плане того, что оно плавно будет появляться. И все. Вот. Очень как бы редко, ну как не очень редко, но не часто, скажем так, по моему опыту, когда приходилось делать что-то последовательно. Там мы просто говорили, точнее прописывали, мы прописывали текстами, вот с подобными планами, точнее форматами, как это должно работать, в какой последовательности. И еще дополнительно записывали Loom, где мы показываем на примере какого-то лайв-сайта, то есть рефа, и говорим, что вот примерно как здесь это должно появляться. Но в фильме мы все равно делаем два слайда. Такое вы, скорее всего, увидите на нашем будущем концепте, там, где будет про скутер, это такой небольшой спойлер, вот там, да, нам нужна была последовательность в анимации, чтобы компоненты, они появлялись, короче, чуть позже, чем там другие компоненты. Вот, но все равно, чтобы это работало при какой-то там функции, допустим, при скролле, либо еще как-то. Вот. Такое можно сделать в After Effects, и на самом-то деле в фильме тоже можно сделать, но через плагин, по-моему, не помню, как он называется, к сожалению, там, по-моему, как-то Animated или что-то такое. Мы еще делали шот с ним и упоминали этих ребят, которые сделали вот этот вот плагин. Там тоже можно ставить якорные точки в определенный тайминг, и, по сути, это тоже After Effects получается, который только в фильме. Только он еще, опять же, чуть упрощеннее, чем After Effects, и все. И там вы можете сделать эту последовательную анимацию. Вопрос в том, нужно ли это. Тут нужно просто понимать специфику своего макета, дизайна. И если вам это действительно нужно, если вы хотите действительно сделать такой вау-эффект, то рекомендую, конечно же, использовать этот плагин. Наверное, на название я позже вам скину, потому что так я его сейчас вряд ли найду, и у меня все глючит. Исходя из своего опыта, такое очень редко приходилось нам делать. И все равно даже тогда мы не использовали плагин, потому что, опять же, за счет скорости, что тоже, кстати, немаловажно на реальных проектах, когда у вас сроки поджимают, дедлайны горят, и вам нужно очень быстро все сделать, то может такое сложиться, что времени как бы на разборке того, как работает плагин, да, у вас просто нету. А вы вот хотите реализовать, но а у вас времени нету, то приходится выкручиваться и делать какие-то костыли. То есть делайте вот, как мы делали на другом концепте, опять же, который будет скоро сделан. Делали два слайда и делали запись под слайдами в текстовом формате, плюс Loom, плюс Ref, где мы четко объясняем последовательность, как это должно все работать, и в итоге так это и будет работать. Вот. Главное все это правильно объяснить. Так, что еще здесь есть? Мы делали еще, как мы работаем на Upload. Кстати, да, еще один такой момент, то, что все вот эти вот тизинги можно посмотреть через инспект. То есть здесь у нас прописаны вот эти все анимации, по-моему, если я не ошибаюсь, в плане тайминга. Да, по-моему, вот он. То есть такая кривая, анимация и вот duration.
Ну, по крайней мере, на Webflow, я не знаю, помогает это или нет, но наш Webflow-разработчик Андрей Москаленко сам понимает, я ему заранее показываю тоже на лумах вот эти вот все графики, вот эти параметры. Вот эти параметры для него важны, для разработчика вот реально важны. Он, по сути, их и берет, и ставит те же тайминги. Точнее, как сказать, не тайминги, а изинги. Ну да, и тайминги время там, появления. Вот. Так же самое мы делаем еще отдельно некоторые блоки. Почему их стоит делать? Потому что не всегда понятно, особенно тоже скажу по опыту, почему мы так пришли к этому, потому что сначала мы пытались на словах объяснить, как работает тот или иной слайдер, как это должно работать, даже по рефам, даже описывали текстом, но это не помогало. То есть были трудности, было куча вопросов, и в итоге мы просто, опять же, пришли к тому, что окей, типа будем делать не только кнопки, интеракшены, а будем делать еще и цельные блоки, чтобы показать, как работает слайдер. Почему, опять же, еще стоит делать такие блоки именно вот в формате блоков? Потому что когда вы сделаете это в компонентах, это работать не будет. То есть даже если у вас как-то это получится, хотя на самом деле я испробовал много вариантов через компоненты, и вот единственный вариант — это сделать целый блок компонентом, и только тогда это работает. То есть и у нас есть несколько слайдеров. Да, вот здесь есть, в этом макете, и вот верхний есть. И чтобы вот это вот сделать, вот такую вот анимацию, вам нужно это сделать в самой фигме вот цельным компонентом. И тогда вы, кстати, тоже можете вставить сюда, в эту статику, сам компонент. Он сюда просто не поставлен, но я рекомендую ставить. И вы тоже можете уже в превью именно этого макета посмотреть, как это все работает. По сути, можно, конечно, уже и здесь посмотреть. Мы делаем делаем отдельные компоненты, делаем отдельный превью, и не всегда запихиваем в сам макет по одной простой причине, что у многих не все мощные компы, и не вытягивает сама фигма, и там оперативка зашкаливает. Короче, вот лучше, если у вас недостаточно, опять же, супермощный комп, лучше делать это вот отдельным фреймом и отдельным компонентом для превью, чтобы посмотреть можно было. И тут уже как бы не так много всего, и можно легко посмотреть, как там это все работает. То есть, по сути, вот эта же анимация, опять же, сори за лаги, вот, но она точно такая же, вот, как и в лайве. Вот, прям, я бы сказал, один в один, вот, как и есть. То же самое и с другим нашим слайдером мы так сделали вот здесь, просто он, да, вот впихнут сюда, вот, ну, я имею в виду в этот фрейм. И таким образом вы тоже помогаете разработчику понять уже прям на этом превью, как будет работать слайдер, с какими таймингами и что должно меняться. Это в разы просто упрощает и ускоряет процесс разработки, когда вы вот так вот наглядно показываете. Опять же, любые, по сути, анимации можно сделать в фигме, которые вы, наверное, только можете представить. Очень редко, что нельзя реализовать. Опять же, это вот по таймингам, потому что последовательность какая-то была, опять же, если не использовать плагины, а использовать стандартные настройки. И вот 3D, да, 3D-шки нельзя. Но опять же, если знать какие-то костыли, то даже и 3D можно реализовывать в самой фигме. Как можно 3D реализовывать? Это через GIF-формат. Вот то же самое, как и вот эти вот вещи. У нас есть компоненты, вот эти, и у нас есть отдельно статический вид, да, и отдельно вот сами гифки. По сути, 3D тоже можно сделать в гифке, если это необходимо, прям очень необходимо.
Это будет очень сложно, и да, действительно, в случае 3D лучше, наверное, взять какой-то реф и объяснить на словах, как это должно работать. Вот, но на самом деле, если прям очень-очень надо, то можно сделать 3D в формате видео, потом из видео в формате GIF, и таким образом как-то вот все это реализовать в фильме. Такую штуку мы тоже, по-моему, делали в фильме. Это, да, там были костыли, опять же, было сложно, приходилось многое объяснять, но когда вот действительно нужда есть, то даже такое можно сделать и просто объяснить, как это должно работать. Вот, поэтому вот всю, на самом деле, магию, мне кажется, можно реализовать в фильме, и я рекомендую это делать. Вот, что еще у нас есть? Также не стоит забывать про то, что все ваши макеты, да, это все очень красиво, клево сделано, но стоит помнить про экспорт всех фоток, всех гифок, и тут у нас вот это вот мы все сделали, и у нас просто начался сыпаться макет. У нас были очень интересные моменты, как мы их пробовали решать, это прям тоже было очень интересно. Даже вот эти вот слайдеры мы там тоже использовали X3. Сначала мы думали вообще как-то по-другому сделать. Вот, мы там думали, чтобы это как-то там перекручивалось немного, там какие-то транзишн эффекты были. Но в итоге мы пришли к тому, что у нас будут гифки, которые вот оживляют прям картину. И тут спасибо Кате, которая мне помогает на Flow. Это была лично ее идея, вот, чтобы этот макет прям сделал такой вот вау-эффект, который вы могли видеть уже в лайве. Гифки приходилось прям выжимать, потому что изначально мы создали гифки, все вроде клево, но потом приходит разработчик и говорит, нет, это все фигня, типа, что очень часто, и все по новой давайте, потому что гифки весили очень много, и тоже стоит всегда помнить про скорость загрузки сайта. Если у вас действительно много всего, много видосов, шоурилов, гифок, какой-то сложной анимации, то думайте про вот этот вот, скажем так, прелоадер. Потому что сайту нужно время, чтобы загрузиться, и думайте, как вы можете немного ужать те вещи, которые вообще можно ужать. Потому что изначально гифки у нас, по-моему, там весили я же даже не помню, то ли 32 мегабайта, мы начали сжимать там до 2 мегабайтов. Качество начало выглядеть слишком фигово. Все это начало пикселиться. И, мы начали искать то самое среднее значение. Я все это к чему говорю, потому что это был наш опыт, нашего вот этого концепта. И я надеюсь, что в будущем, если у вас появится похожая проблема, то вы просто будете знать, как ее решать и какие костыли нам приходилось использовать. То есть мы там находили сервисы, даже разные, пробовали ужимать эти гифки. Может быть, на каком-то сервисе там получалось ужать там больше, но при этом качество лучше. Но в итоге мы пришли к тому, что, по сути, на всех сервисах качество, к сожалению, одно и то же, и приходилось просто... мы с разработчиком договорились о том, что на Webflow мы видели четко грань, через которую нельзя переступать в плане загрузки файлов. Там, по-моему, то ли 10 мегабайтов, то есть больше 10 мегабайтов видео загрузить нельзя на Upload, или там GIF, или любой какой-то файл. Вот, и мы просто двигались вот в этих рамках, но чтобы не сильно была фиговая картинка. То есть мы двигались там к 7, к 8 мегабайтам, где-то получалось даже меньше сделать. Все на самом деле зависит от самих размеров, точнее габаритов гифки. Вот, и чем меньше гифка, тем, наверное, меньше она весит, либо чем она проще, смотря как она там работает. И этих тонкостей я уже, честно говоря, не помню, но помню, что
Мы потратили очень много времени вот на ужатие этого всего, и это все-таки тоже часть вашей работы как дизайнера. Потому что разработчик, конечно, тоже может этим заняться, но помните про пункт, то, что нам нужно любить разработчиков. И когда вы делаете вот такую дизайн-систему, полностью все подготавливаете ему, то разработчику остается только то и дело, что разработать. Все, ему не нужно ни о чем больше думать, там, а как мне там видео экспортнуть так, чтобы это как-то встало, может быть, как-то его там вовремя на паузу нажать или еще что-то. Лучше сами подумайте об этом заранее, потому что это все влияет на дизайн. А все, что влияет на дизайн, это задача дизайнера. Вот, поэтому все вот эти вот вещи тоже нужно готовить. То же самое, как вот эти вот картинки, да, казалось бы, типа возьми просто и экспортни отсюда, но нет, вы должны все картинки вот подставить рядом с макетом, либо там рядом с компонентом, да, и сказать, вот все эти картинки для экспорта можно экспортировать. Насчет гифок, это чисто наш подход был такой, то есть отсюда гифки, наверное, лучше не экспортировать. Это было чисто для того, чтобы лид-дизайнер, я и обычный дизайнер, мы увидели, скажем так, качество гифки, да, то есть как оно влияет, там сильно испортилось качество или нет. Вот. А для самого разработчика лучше создать какой-то, я не знаю, либо Google Drive, либо там Dropbox, либо еще какой-то там диск, где лучше загрузить, либо просто zip-файлами ему скиньте все эти гифки и все. Еще, кстати, какая у нас проблема была, тоже это вот то, что сервис, да, который мы использовали для оживления этих картин, то есть мы заливаем всю как бы картинку, но сервис нам выдает только вот эту вот часть, только лицо. Я, честно говоря, не знаю, почему так, не успел в этом разобраться, но помню, что мы тоже с этим игрались и пытались найти какие-то другие подобные сервисы. И если у вас, допустим, есть какие-то, допустим, сервисы, которые вы знаете, где можно прям целую картинку вот так вот ее занимировать, то тоже скидывайте, я буду рад посмотреть. Но как мы сталкивались с этим, то, что у нас все картинки, точнее, большая часть, это вот это вот просто лицо, и нам приходилось прописывать, на каких они расстояниях, почему они сделаны так, на каких отступах, и мы разработчику тоже это все объясняли в Loom. То есть все вот эти штуки в Loom тоже объяснять, почему вы именно так сделали, а не иначе, и как разработчику это экспортировать. В итоге ему пришлось экспортировать отдельно фотку и отдельно вот этот вот квадратик, чтобы как-то его подгонять под размеры. Это своего рода костыль. Конечно же, в идеале, чтобы это была просто гифка, но как получилось, так получилось, и в итоге получилось это не хуже, чем если бы это была отдельно какая-то гифка. Если так присмотреться, то, конечно, да, это заметно, но не то, чтобы это супер критично. Вау-эффект все-таки остается, и это самое главное. Поэтому не бойтесь искать какие-то решения, особенно когда вот времени очень мало, и вам действительно нужно вот как-то вот это вот все дело сделать. Вот, что еще? Наверное, это все в плане дизайн-системы, для чего она нужна, почему она нужна и как ее можно вот формировать. А, Опять же, конкретно почему мы ее в таком виде делаем, потому что конкретно нам так удобнее на данный момент. Скорее всего, в будущем мы ее чуть улучшим, но как-то вот так. Так, с времени на самом деле осталось немного. Давайте я посмотрю в чат. Есть ли какие-то вопросы, может быть? Да, мы оживляли это через сервис, я уже сказал. Как он называется, честно, я не помню. Я все вот эти вот штуки, вы задайте вопросы. Вот там сервисы, плагины, все их названия, опять же, я, к сожалению, не помню, но я в трейде могу в Slack ответить на все эти вопросы. А,
Да, запотели мы очень знатно, и потели мы над этим концептом долго, как и над статикой, чтобы это было интересно в плане сетки, так и над анимацией. Но над анимацией мы прям, да, очень долго потели, потому что вот проблема с гифками реально прям такая большая была. Вот, хорошо, тогда если вопросов нет, то могу немного рассказать о том, как мы сделали слайды. Просто расскажу, по какому принципу это делали. И потом, наверное, отдельный стрим я посвящу анимациям, которые вообще возможны в самой фигме. Вот, что ж, давайте начнем. Что важно понимать? У вас в одном фрейме должны быть все слои. Это будет, наверное, сложно, но важно. Чтобы вот сделать какую-то анимацию, действительно нужны сразу все слои. То есть, чтобы сделать вот этот компонент, вам надо напихать вот в группы, все это правильно разбить, конечно же, чтобы вам самим было удобно анимировать, потому что когда вы сами уже называете вот слои, уже конкретно для вас это облегчает и ускоряет процесс. Когда вы четко понимаете, окей, там вот это там значит 1, 2, 3, это у меня четко относится к заголовкам, там цифры это цифры, хедер там это там тайтл такой, вот, или там еще как-то вы называете под себя, как вам удобно. Главное называть, потому что когда у вас групп, фрейм, там 3000 и так далее, это опять же замедляет процесс работы самого дизайна. Поэтому очень рекомендую называть слои, потому что это прям супер важно. Что еще важно понимать? Как мы сделали вот эту вот анимацию, появление вот этих штук, да, как это меняется при слайде. Вот, допустим, давайте рассмотрим только заголовок пока что. Чтобы заанимировать вот таким образом заголовок, вот так вот, вам нужно понимать, что это должно быть 3 отдельных фрейма. И у этих фреймов должны быть заданы параметры clip content. И в этих фреймах у вас должно быть, в зависимости от того, сколько у вас слайдов, да, должно быть определенное количество слов. В данном случае у нас 2, потому что мы, опять же, чтобы облегчить весь файл, точнее, прототипа, скажем так, чтобы это было быстрее грузилось на прототипе, мы поделили. То есть здесь у нас дополнительные слова. То есть стоит еще понимать, как делать раскадровку, на каких этапах там добавлять либо убавлять слои. Но я лично рекомендую в один слайд пихать сразу все слои и потом по мере необходимости убирать либо добавлять слои, которые вот важны вам конкретно. Вот. Звучит немного запутанно, но чуть дальше я объясню, как это все работает. Допустим, мы рассмотрим только 2 вот слайда, да, как это работает. Вот у вас должны быть 3 фрейма, у них должно быть клип-контент, и в каждом фрейме у вас есть по 2 слова. То есть вот это второе слово – это уже второй слайд. То есть, допустим, там вот у нас первый, да, слайд, вот здесь это все второй слайд, и вы должны вот уже здесь задавать этот слой и это слово. Дальше вы просто берете, ну, и так со всеми слоями, на самом деле. С картинками то же самое. У вас есть картинки, вы добавляете здесь третий слайд. То есть вот этот слайд то же самое с текстом. Вот этим у вас здесь уже есть 2 слова. Ну, если мы говорим конкретно о 2 слайдах. Вот. И дальше вы это все сделали. Окей, вы запихнули все это в один фрейм, делаете копию вот такую. И на самом деле я рекомендую сделать еще одну копию на всякий случай, потому что, опять же, исходя из опыта, это все очень любит ломаться в том плане, что что-то там поехало, что-то вы случайно удалили, и все. Как я работаю, вот примерно так, когда у меня все ломается, все там что-то куда-то летит, что-то двигается, но зато офигенный опыт в плане того, как это все быстро сделать. Когда ты уже понимаешь, типа, что там лишнее удалил случайно и так далее, и так далее. Вот, но все равно у меня такая небольшая паранойя осталась, и все равно оставляю такой бэкапчик небольшой.
Вот. И здесь конкретно вы уже начинаете двигать вот эти все слои. То есть у вас, точнее, вот здесь, это ваш второй слайд. Можете сразу задать на самом-то деле вот этот старт-поинт, можете позже, не играет прям супер большой роли. Вот, параметры можете потом задать. Ну, короче, кому как удобно. Я лично сначала делаю вот примерно то, как я сейчас сделал, просто чтобы понимать, что окей, у меня есть связка двух слайдов, я их не потеряю. Есть, и все. И дальше я начинаю двигать. То есть я понимаю, окей, мне нужен такой вот эффект. Где мы эти эффекты смотрим? На самом деле все очень легко и просто. Заходим на Awards, на Fiverr, CSS Awards и смотрим те эффекты, которые хорошо могут вписаться в наш дизайн в плане какой-то атмосферы. То есть важно не только увидеть, да, анимацию либо интеракшн, типа «Вау, он клевый», и все. То есть еще очень круто, когда анимация добавляет некой вот такой вот атмосферности и хорошо подходит статическому визуалу. Не всегда, наверное, будет такое получаться, и, скорее всего, на большинстве проектов со временем у вас будет насмотренность, и чаще всего вы будете повторять те или иные анимации, но все же рекомендую думать об бренд-части, то есть какая вот анимация, какие вот эффекты могут дополнить вашу статику, чтобы усилить ваш макет. Только вот тогда это будет прям шедеврально. Вот как здесь, в данном случае, это добавляет вот и усиливает вау-эффект. Это вот гифки, это вот такие вот приколюхи и так далее, и так далее. Ну, в общем, я немного отошел. Соответственно, у вас в этом фрейме, вот он, вы берете эти два слова и просто перемещаете вот так вот. То есть там по клику вы можете сделать либо по клику здесь, но мы делаем это, мы сделали, да, по клику сам слайд. Вот, и, соответственно, так со всеми словами. То есть важно что понимать, это конкретно, чтобы не было вот таких нюансов, потому что тоже еще упомяну такую вот штуку, вещь, то, что анимация должна быть системной даже в том плане по отступам. То есть вы сделали здесь такую анимацию, соответственно, все ваши заголовки должны быть анимированы точно так же. В редких случаях, когда анимация должна отличаться, это, допустим, когда заголовок супер большой, там, допустим, в раз 5 больше, чем это, да, там одно слово, то там может отличаться анимация. Но когда у вас заголовки H1, допустим, одинаковые, то и логично, что анимация должна быть тоже одинаковой. Это касается всех остальных компонентов. Кнопок, гифок, картинок, что бы у вас там ни было, все должно быть максимально системно. Тогда это будет выглядеть так структурированно и интересно. Вот. То же самое стоит помнить про фрейм. То, что фрейм вы задаете клип-контент, и тогда вы должны заранее подумать, а какие отступы должны быть у этого макета. Либо вам придется просто расширять этот фрейм по высоте, да, чтобы это все было красивенько. Потому что в статике-то у нас это один цельный такой текст, вот, то на анимации нужно продумывать вот все эти мелкие штуки, а как там фрейм немного построить иначе, как там его увеличить и так далее, и так далее. Вот, и, соответственно, вы делаете это вот с каждым словом, вытаскиваете, переделываете. Я не буду сейчас делать, конечно, прям pixel perfect, как это там было сделано вот здесь. Я постараюсь просто показать, как мы это делали. Вот. Еще, исходя из своего опыта и практики, я рекомендую использовать несколько вариантов изингов. Конкретно, которые чаще всего мы делаем на Webflow, это вот такие вот изинги, потому что он более плавный, в отличие, то есть это Customer Bezier, в отличие от просто easy out там, или еще каких-то стандартных вещей.
Такой график я рекомендую использовать для каких-то больших блоков, то есть для конкретно каких-то отдельных компонентов в виде там кнопок, да, то лучше такое не использовать, потому что этот эффект не будет заметен от слова совсем. Вот. Но когда это какие-то крупные объекты, элементы, то вот такой эффект дает о себе знать. Скажем так, он делает плавность прям очень интересно. Ну, собственно, вы видели, как это все работает. Поэтому я просто как бы с одного проекта на другой копирую вот эту вот штуку, этот график. Единственное, что я меняю, это в редких случаях я вот меняю этот график, там чуть-чуть двигаю вот эти вот точки. Но чаще всего я меняю вот тайминг, потому что тайминг очень важен, если вы показываете именно фигму. То есть на разработке-то это в любом случае будет все одинаково, но в фигме тайминги важны, скажем так. И каждый слайд, он может быть с разным таймингом. Лучше, конечно, тоже приводить это все к одной системе, но бывает такое, что в одном слайде вам чисто ради визуала лучше сделать тайминг больше либо меньше. Вот. Ну и, собственно, вы связываете вот эти вот элементы. Так, я их уже связал. Делайте Smart Animate, делайте Custom Bezier, делать такую штуку. Чаще всего в таком виде я ставлю 1400 плюс миллисекунд. И уже здесь, допустим, вы там можете посмотреть, как у нас меняется заголовок. То есть я всегда держу у себя вот во viewport, то есть когда я работаю над анимацией, да, то есть у меня всегда есть viewport. То есть я сделал один блок, посмотрел, как он работает, окей, выглядит интересно. И я начинаю делать другой блок. И вот так последовательно каждый компонент я делаю, дохожу там до второго, третьего блока, я понимаю, окей, наверное, хватит с этим играться в плане того, что опять же, все зависит от дизайна и от системы. Нет смысла делать точно такое же появление, либо отдельный компонент вот для этой части, там, вот как здесь, да. То есть это можно сделать на появлении блоков, конечно же, чтобы добавить вау-эффект, но отдельно прям запариваться, делать отдельный компонент, что здесь вот такая вот анимация точно такая же, как здесь, вообще нет никакого смысла, вы потеряете только зря время. И это проще объяснить либо на словах, либо сделать, опять же, на появлении блоков. Собственно, и все. Дальше вы думаете над фотками, как их можно заанимировать. Вот, я уже, кстати, не помню, как они заанимированы. Окей. У нас есть два, вот эта штука выезжает, точнее, штука, фотка. Смотрите, что только вот здесь надо это сделать. У нас есть другая фотка, вы делаете просто это наверх. Можно просто, как я делаю еще чаще всего, использовать инструменты, которые уже готовы. То же самое с этим словом. Вы там меняете просто так вот. Опять же, главное, чтобы это все там было pixel perfect, но сейчас я постараюсь чуть ускориться, чтобы не сильно затягивать. И, по сути, вот у вас уже там 2 анимации готовы. Вот. Дальше вы приступаете к следующему блоку, либо там, без разницы какому, на самом деле, какому вам удобно. Вы понимаете, что окей, было бы прикольно сделать так, вот этот блок было бы прикольно сделать там как-то вот так, чтобы он переезжал сюда. Вы понимаете, что окей, типа, чтобы это было прям эффектно, нам надо, конечно же, это все дело увеличить. Вот, а здесь в слоях мы сейчас вот эту вот другую фотку подбираем. И, собственно говоря, вот у вас уже появляется вот такая вот анимация. Ну и, конечно же, тут, опять же, я не буду прям пиксель перфект делать, и понятное дело, что здесь тоже должны меняться заголовки, вот, то есть вот как здесь.
Если у вас уже здесь такой прием используется в заголовках, соответственно, с точки зрения системы лучше переиспользовать этот же прием и здесь. Если у вас в ссылках здесь такой прием, конечно же, лучше переиспользовать его и здесь. Но бывают такие случаи, когда сложно переиспользовать, например, вот здесь, за счет того, что, опять же, вес сайта, да, то есть вес сайта очень сильно влияет на загрузку. Вот, и чтобы анимации, скажем так, были эффектны, нужно подумать, где их лучше всего использовать ради эффекта. Потому что здесь это не сильно бросается в глаза. Тут ховера как такового особо нету, ну, точнее, он есть, да, то есть если там навести, но здесь более эффективно будет влиять именно сама фотка. Но когда вы наводите на какие-то функциональные штуки, то лучше не просто стрелочку добавлять, да, а лучше еще как-то видоизменять изображение, менять какие-то вот такие штуки. Тогда, окей, это будет лучше работать. И более обоснованно, если вы откажетесь от этого эффекта здесь, но оставите его здесь. Опять же, это своего рода костыли. И, конечно же, в идеале, чтобы все везде было системно и одинаково, но повторюсь, что не всегда это получается, к сожалению. Вот, и приходится как-то выкручиваться. Вот, ну и вы повторяете все вот эти вот манипуляции и дальше. И опять же, я не вижу смысла прям анимировать каждую секцию. Надеюсь, и так понятно. Отдельный стрим я как-то сделаю в будущем. Какие еще анимации бывают и какие эффекты можно сделать. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Надеюсь, было не сильно скучно и познавательно. И надеюсь, это поможет вам на реальных проектах. Вот, кстати, еще когда подключать разработчика? Забыл ответить на вопрос. Такой вопрос у нас был. Разработчика лучше подключать на стадии концепта, точнее, не на стадии концепта, а на стадии, когда вот у вас макет уже сделан, и вы переходите к анимации. Лучше уже тогда подключать разработчика. Вы понимаете у себя в голове примерно, какие анимации вы хотите видеть, да? И если вы не разбираетесь, какие анимации будут реализованы, лучше подключать разработчика, либо там меня, либо еще какого-то лида, который очень хорошо разбирается в анимациях, да, и как это будет реализовано. Вот. И только потом приступать к этим анимациям. Понимаю, что сроки бывают горят, и нужно как-то приступать, и не всегда есть время, но используйте тот лайфхак в этом случае, который я говорил ранее. Все анимации в фильме, которые вы можете сделать, реализуемы и на Webflow. Поэтому ничего такого не бойтесь. А если вы не можете реализовать это в фильме, то, скорее всего, вы не сможете это сделать и на Webflow. Легко, понятно, и надеюсь, если что, напишите, короче. Что еще? Кстати, когда лучше еще делать анимацию, допустим, если вам клиент не отвечает. Мы тоже сталкивались с такой проблемой, да, что статика вроде как и готова, и, кстати, еще концепты тоже рекомендую анимировать. Допустим, вы сделали концепт, и желательно выделять для этого времени дизайнеру самому, то есть планировать время так, что, окей, у нас есть статика концепта, и желательно еще как подбить это анимацией, ну и интеракшенами какими-то. Это, опять же, усилит ваш дизайн и больше вероятности, что клиенту понравится. И, ну, не всегда, конечно же, такое бывает, но я к тому, что вероятность становится гораздо больше, чем если вы просто скинете статику. Вот. А когда стоит подключать, точнее, когда стоит делать анимацию после того, как статика уже вся готова, вот, то есть, и если клиент не отвечает, и если вы понимаете, что, окей, это, ну, вот примерно то направление, которое к клиенту зашло, да, то есть он утвердил концепт, и примерно структуру вы четко знаете, что она вот такая, и тогда, окей, вы можете приступать к анимации, пока, ну, если у вас нет других задач, и если вам нечего делать, что как бы тоже бывает нередко, то вы можете просто накидывать анимации хотя бы поблочно.
То есть у вас есть, допустим, слайдер Hero, окей, сделайте анимацию слайдера. У вас есть слайдер там еще в каком-то блоке, окей, сделайте анимацию слайдера. Но вот такую вот анимацию появления блоков лучше всего, в идеале, конечно же, делать после того, когда клиент утвердил полностью статику. Иначе вам придется это по несколько раз переделать, тоже пройденный этап. Не то чтобы это критично, потому что, в большинстве случаев, если концепт утвержден, то, скорее всего, и остальные макеты, если и это, макеты, блоки, если и будут изменяться, то не очень так, много. Вот, я имею в виду, немного правок будет. Что еще? Наверное, все. И все равно вот попробуйте анимировать. Это все-таки практика, и какие-то новые штуки вы для себя можете попробовать. Это всегда интересно. Это все-таки магия, я бы сказал. Оживлять это все в самой фигме. Так, домашка будет ли? Можно оформить домашку. Попробуйте. Могу создать отдельный файл, и чтобы вы попробовали реализовать вот этот слайдер, вот как он есть, да, повторить его для себя, чтобы понять, вот как делается анимация. Потому что здесь задействовано много компонентов. То есть у нас фотка, там строка текста, еще строка текста, там вот эта приколюха и так далее, и так далее. Все это меняется, и можете попробовать, да. То есть в таком случае, думаю, будет очень полезно, потому что Hero здесь очень клевый, как статический, так и анимированный Hero, поэтому можете попробовать. Еще какая домашка — это пробовать на реальных проектах делать анимации. Вот, как бы тяжело, как бы там трудно поначалу не было, привыкайте к тому, что нам нужно немного повышать скилл и добавлять все больше и больше магии в реальные проекты. И тогда это будет все очень клево. Тогда все. Спасибо всем, что пришли. Удачи вам в воплощении в магии, в реализации всей этой вот истории. И надеюсь, что ваши макеты будут все так же оживать, как наши концепты на Flow, и все будут довольны. И клиенты, и мы, и будем тоже добавлять в портфолио, и со временем повышать скилл. Все, всем еще раз спасибо, всем хорошего дня. Был очень рад вещать для вас и рад вас видеть. Все, всем пока, спасибо.